Всем привет! Привезли лодочный мотор Yamaha 9.9 VMAX. Мы уже говорили о том, что существует оригинальный колпак черного цвета Yamaha VMAX. Это такая модель. Эта модель абсолютно ничем не отличается от обычной Yamaha. Отличается только колпаком. Для чего написано VMAX? Ну, наверное, такой маркетинговый ход. Так вот, привезли данный лодочный мотор на проверку. Этот мотор хранился в течение, по-моему, 3 лет. Привезли, чтобы мы все проверили, обслужили и сделали так, чтобы он работал. Конечно же, это не Yamaha, это китайский мотор, закошенный под Yamaha. Если посмотреть на шильдик, Yamaha 9.9M. Такой Yamaha даже не существует. Снимаем колпак и видим по болтам, по маркировкам, что это китайский лодочный мотор. На крышке топливного насоса написано Designed in Japan. Рядом мы поставили Yamaha. Вот он штуцер, кругленький и квадратный. Но также, если сравнить болты, катушки и все прочее, оно похоже, но при этом абсолютно разное. Конечно же, если человек не понимает, как отличить Yamaha от китайского мотора, ему можно, в принципе, продать такой мотор, как Yamaha. Здесь тоже, кстати, квадратные штуцеры. Это лодочный мотор Си-Про. Из ямаховского на этом моторе только ручной стартер. Тут оригинальная наклейка с японскими иероглифами. Но, скорее всего, этот стартер снят с настоящей Ямахи. Можно сразу обратить внимание на то, что у китайского мотора много деталей, которые очень быстро начинают ржаветь. И особенно это детали механизма фиксации. На Ямахе там все сделано из нержавейки. Все пружины и все механизмы. По словам владельца, мотор был продан 3 года назад в какой-то фирме, которая занимается лодочными моторами. Был продан под видом Ямахи. Но владелец уже знает, что это китайский лодочный мотор. Он это знал еще до нас. Мы его хотели об этом предупредить. При запуске мы обнаружили, что плохо идет вода с контрольки, сняли редуктор, заменили крыльчатку водяной помпы, установили термостат в систему охлаждения, его здесь не было, почистили карбюратор, и двигатель заработал очень хорошо. Масло в редукторе было без воды, масло мы заменили. Проверили компрессию, показатели 9 кг на сантиметр квадрат на каждом цилиндре. Хорошая компрессия. Ну и была заменена кнопка стоп, потому что она не работала. С другой стороны, на струбцине тоже прилепили какой-то шильдик. На Ямахе таких наклеек даже не существует. На Ямахе 15F оригинальная наклейка выглядит вот таким образом. Но это мотор 2004 года, и на новых моторах такие наклейки уже вроде как не клеют. Специально для тех, кто при открытии колпака не увидит, что перед ним не Yamaha, а какое-то китайское барахло, а также не заметит разницы между двумя моторами, слева и справа, мы постарались сделать подробное видео, в котором мы рассказали, как отличить оригинальный мотор Yamaha от выдаваемого за Yamaha. Ссылки на эти видео, а также все тематические видео, связанные с этой темой, будут в описании к этому видео. А сейчас мы запустим этот лодочный мотор. Я вам покажу, как он работает. Вода в бочке чистая. Первый запуск.
Все, вот она работает. Мотор потряхивает, но это нормальная работа. А это нам привезли настоящий лодочный мотор Yamaha 9.9 VMAX. И подтверждает это оригинальный шильдик. Но, правда, шильдик тоже можно распечатать и наклеить. Но здесь есть второй шильдик, который указывает год выпуска. Это 2002 год. Хотя такие шильдики на новые моторы уже не ставятся. Но под колпаком мы можем видеть все те отличительные черты оригинальных моторов Yamaha. Они абсолютно те же самые и никаких отличий нет. Хороший китайский мотор, работает нормально, ничего плохого про него сказать нельзя. Но все же это не настоящая Yamaha. Часто продавцы китайских моторов обманывают покупателей, что продаваемый ими китайский мотор делается из японских комплектующих. Например, от Yamaha или Tohatsu. Хулиганы. Кто-то утверждает, что на конвейере моторов C-Pro лежат оригинальные ямаховские запчасти в фирменных пакетиках. А кто-то говорит, что Yamaha вообще делается за соседней стенкой. Продавец вам может сказать, что сейчас все делается в Китае, в том числе Yamaha. Якобы сам лично ездил за моторами и видел в Китае завод Yamaha. Конечно, это все ерунда. Продавцы специально вводят в заблуждение покупателей, которые в этом не разбираются. Не будьте лохами, вас разводят. Это только один из примеров, а их еще очень много, когда китайские моторы выдают за Yamaha или как совместная разработка. А может, этот мотор даже лучше Yamaha, потому что он дешевле, нет переплаты за бренд и делается в ночную смену на заводе Yamaha. А чтобы не наткнуться на обман, покупать новый мотор нужно только у официального дилера. Однако, некоторые продавцы могут утверждать, что они дилеры Yamaha, но таковыми совершенно не являются. Также хотим обратить внимание на статью, которая придумана менеджерами по продаже китайских моторов. На эту статью многие ведутся и верят в то, что все моторы делаются в Китае, хотя это обман. Ссылку на эту статью оставляем в описании. Ничем не обоснованные факты, которые помогают неопытному покупателю сбиться с пути. Желаем удачи в покупке, удачи на воде, всем здоровья и всем пока. Начну с того, почему я взял Sia Pro, а не Yamaha. Потому что я считаю, что разницы нету никакой, за исключением того, что Yamaha стоит 180, а это стоит 115 тысяч. В полном комплектации, с машинками, со стартером. То бишь Yamaha, Tohatsu, Mercury, Suzuki, они все начали выпускаться в Китае. Вот. Самое то, что линия сборочная была в Китае. И вот даже вот у меня вот я с этого, с интернета, вот если так посмотреть, да, вот. Я просто решил посмотреть, собрать мотор из запчастей японских, сколько он примерно ориентировочно выйдет. Вот. Ну и вот смотрите, что я посмотрел. Мотоголовка в сборе. Вот. Если брать ее с США, то 155 тысяч. Если в Японии, то 212. Это только одна мотоголовка. Это вот блок там без карбюраторов, без ничего. Так называемый дрейдуф, или как мы сапог еще называем. Вот. Цена в Японии 25, в США 35. Редуктор в сборе чисто японский. Вот. Если в Японии брать 110, в США 150 тысяч. Это уже считай стоимость мотора всего. Даже капот ямаховский 49 тысяч. Вот. Бак чисто японский, который в Японии делают, 15 тысяч. Вот полностью со всеми. И если это все сложить, то это получается 400 тысяч. Вот должен стоить мотор. Пускай, да, какие-то накрутки идут. Там, пусть даже 100 тысяч откинем.
Но все равно 180 тысяч японский, чисто японский мотор Yamaha стоить он не может столько. Это все собирается в Китае. Просто наклейки. Но наклейка, цена наклейки стоит 600 рублей. За наклейку платить 50 тысяч, там 60, разницу между Sia Pro. Это уже, как говорится, не у всех такие деньги.